степени по роду своей деятельности связан с химической, биологической, радиационной, ядерной безопасностью. Я смотрю, что сегодня к нам присоединились люди впервые, которые, возможно, даже пока не знают, что за у нас такая сеть. Я хочу быстренько, коротко рассказать, что, значит, в октябре 2023 года у нас была инаугурация нашей Центральной азиатской сети женщин в ядерной науке. И основная цель нашей деятельности– это повышение осведомленности по вопросам радиационной ядерной безопасности, освещение различных проблем, обмен идеями, опытами в области радиационной ядерной безопасности. И несмотря на то, что мы называемся «Сеть женщин в ядерной науке», я опять хочу сказать, что мы открыты для всех, независимо от пола и места проживания. И Зарина у нас координатор сети. Зарина, вам слово, и потом мы начнем наш вебинар. Добрый вечер, доброе утро, дорогие участники, участницы. Я рада вас приветствовать здесь на нашем втором вебинаре. Я хочу сказать, что наша серия вебинаров, она посвящена различным тематикам, начиная от nuclear security, от радиационной безопасности, нераспространением ОМУ, safeguards и все, что с этим связано, и также радиоактивным отходом. Сегодня у нас будет два спикера. Это Панова Елена, главный инженер проекта Центра экологического проектирования и мониторинга Института высоких технологий Атомпрома, и Кейт Шнайдерич, доктор наук, научный сотрудник Ливермольской национальной лаборатории. Об их биографии Марина расскажет чуть попозже, перед их презентацией. Я хочу только отметить, что мы будем обсуждать подземное скважинное выщелачивание как самый экологичный способ добычи природного урана. Это первая тема. И второе – это получение, измерение и оценка нетрадиционных, стабильных и радиогенных изотопов. Хочу отметить, что для нашего региона очень актуальна тема экологичного способа добычи природного урана. Хотя в Таджикистане уран уже не добывается, но мы так же, как и Узбекистан и Кыргызстан, столкнулись с рядом экологических проблем в связи с добычей урана. Как вы знаете, традиционные методы, такие как открытые горные работы и подземная шахтная добыча, привели к загрязнению почвы, воды и воздуха тяжелыми металлами и радиоактивными элементами. Это, в свою очередь, имело серьезные последствия для окружающей среды, включая угрозу здоровью людей, животных и растений, а также загрязнение водных ресурсов и разрушение экосистемы. Елена будет говорить о подземном скважинном выщелачивании урана, который представляет собой сравнительно более экологичный метод. Он минимизирует воздействие на окружающую среду, поскольку это основной процесс происходит под землей и не требует больших поверхностных разработок, что позволяет снизить риск загрязнения окружающей среды и минимизировать негативное воздействие на биоразнообразие и природные ресурсы. Кейт расскажет нам о получении, измерении и оценке нетрадиционных, стабильных и радиогенных изотопов. Эта тема затрагивает ключевые аспекты современной науки и технологий и имеет огромное значение для различных областей науки. Открывая для себя новые изотопы, улучшая их методы их измерения, мы расширяем свои знания о природе, создаем новые возможности для применения этой информации в различных областях. Кейт нам расскажет об основных принципах получения, измерения и оценки нетрадиционных стабильных радиогенных изотопов, а также их применения в научных исследованиях и технологических разработках. С моей стороны, я думаю, достаточно. Дадим больше времени для наших спикеров. Марина, если можно, расскажите более подробно о наших спикерах. Спасибо, Зарина, за введение. Я просто, здесь у нас есть, который англоговорящий. Good evening, good morning, dear friends, participants and colleagues from different countries.
The webinar is one of the activities of the Central Asian Network Women in Nuclear Sciences. And today we have two speakers. First speaker, Panova Elena Nikolaevna from Kazakhstan, candidate of Chemical Sciences, Chief Project Engineer of the Center of Environmental Design and Monitoring of the Institute of High Technologies. And she worked as a teacher at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology at the Kazakh National University. Since 2006, she has been working at the Institute of High Technologies in various positions. Currently, she is involved in waste management and reclamation of subsoil use areas. Today, her topic presentation is underground bore leaching of uranium as the most environmentally friendly mining method. Итак, сегодня у нас первый спикер Панова Елена Николаевна. Елена Николаевна, вы здесь? Да, конечно. Все, мы вам предоставляем слово, пожалуйста. Добрый вечер, доброе утро, уважаемые коллеги. Благодарю вас за возможность выступить сегодня, увидеться с вами, обменяться мнениями, побеседовать на важные для нас всех темы. Я выбрала темой своего доклада подземное скважинное выщелачивание как наиболее экологичный способ добычи природного урана. Извините, сейчас как не видно. Сейчас, да, секундочку. Секундочку, я сейчас, да. Секундочку. Видно всем? Да, видно, только, да. Вот, так как я работаю в Центре экологического проектирования и мониторинга, я сделала в названии акцент именно на экологичности данного способа. Но в целом я хочу коротко, не включая какие-то технические подробности, рассказать о том, что из себя представляет этот метод. Можно следующий слайд, пожалуйста. Значит, следующий слайд. Значит, подземное скважинное выщелачивание, так этот метод принято называть в Казахстане, аббревиатура ПСВ, и также есть у него и английские названия, представлены здесь. Связано это с тем, что этот метод был открыт практически одновременно учеными Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в 60-х годах прошлого века. Эти методы были разрабатывали независимо друг от друга и имели в своей основе схожие технологические процессы. В настоящий момент данным методом в мире производится 51% мирового объема добычи урана, что, несомненно, говорит о его очень важной роли. Связано это с тем, что в настоящее время атомная энергетика, можно сказать, переживает свой очередной ренессанс. Во многом это связано с проблемами климата, глобального потепления и с курсом, который многие страны взяли на снижение так называемого парникового эффекта. Многие страны причислили атомную энергетику к зеленым технологиям. В настоящее время энергию с помощью атомных электростанций вырабатывают более чем в 30 странах мира. В мире насчитывается 450 действующих атомных реакторов, и еще 59 находятся на стадии строительства. Больше всего энергоблоков эксплуатируется в США, на втором месте стоит Франция и далее Китай. И поэтому, хотя на производство урана приходится всего лишь 5-10% цены электроэнергии, вырабатываемой на атомной станции, но именно от доступности природного урана как исходного сырья всецело зависит долгосрочная устойчивость всей данной отрасли. Поэтому нужно понимать, что подземное скважинное выщелачивание, которое обеспечивает в настоящее время половину всего мирового объема добычи урана, заслуживает, так скажем, к себе особого внимания. Значит, если мы... в принципе, да, все нам стоит. Значит, здесь я показала, просто привела картинки, как выглядят полигоны подземного выщелачивания в разных странах. Этот метод применяется в ограниченном количестве стран, и связано это не с нежеланием там людей или с недоступностью технологий,
а с тем, что он может быть применен только на определенных месторождениях. Вот. Есть отличия в способе, связанные прежде всего с применением тех химических реагентов, которые используются для растворения урана. Если США и Узбекистан используют в основном щелочное выщелачивание, щелочь – это карбонаты, бикарбонаты, то, что мы называем сода в нашей бытовой жизни. В принципе, это та же самая сода, которая стоит у каждого из нас на кухне. Вот, то в Казахстане и в других странах используется кислотное выщелачивание с использованием серной кислоты. Тоже достаточно такой известный реагент. И также значительные месторождения могут отличаться по глубине залегания руды. То есть если в США это относительно небольшая глубина, то в Казахстане в настоящее время мы работаем на глубинах до 750 метров. Можно следующий слайд, пожалуйста. Здесь Зарина уже об этом упомянула, но я еще раз хочу коротко сказать о том, какие вообще существуют способы добычи урана. То есть таких основных методов всего 4 метода. Первый из них – это отработка подземным горным способом. Это вот та картинка, которая приведена здесь внизу в фотографии. То есть этот метод добычи урана практически не отличается от других шахтных методов добычи. То есть это шахта, и разве что нам здесь нужна более сильная вентиляция и повышенная степень охраны труда. Но и на руднике урановую руду извлекают из горного массива буровзрывным способом. Ну, то есть происходят взрывы, вот эта руда добывается под землей, затем она поднимается на земную поверхность, и дальше из нее теми или иными способами также добывают уран. Вот 36 мировых запасов урана доступны именно для добычи данным способом. Следующие 20% запасов урана доступны как попутная добыча. То есть, по сути, это уже переработка отходов других производств. Чаще всего это добыча золота или фосфора, фосфатов, фосфорных удобрений, так как уран сопутствует данным элементам. 19% природных запасов урана пригодны для добычи открытым горным способом, то есть так называемые карьеры. Вот на верхней картинке мы видим фотографию одного из таких карьеров. В 60-е годы, 70-е уран в Казахстане добывался именно таким карьерным способом. Один из них, например, это рудник Актау. И вот карьер этот может представлять собой, иметь размеры, значит, протяженность 17 километров и шириной 3 километра. Надо понимать, что такой рудник оказывает очень значительное воздействие на окружающую среду. Но такие же методы добычи, скорее всего, и применялись в других центральноазиатских республиках, там, в частности, в Таджикистане и в Кыргызстане. Вот. И рекультивация таких карьеров очень затруднительна, требует очень больших финансовых средств. И понятно, что их воздействие на все природные объекты очень значительно. И только 15% тех мировых запасов урана, которые есть на нашей Земле, доступны для добычи методом подземного скважинного выщелачивания. Именно этим и объясняется тот факт, что данный метод применяется только в ограниченном количестве стран, тем, которые имеют для этого доступные ресурсы. Так, нужно следующий слайд. Следующий слайд. Вот, значит, здесь я показала тоже просто, как выглядят установки по добыче урана, которые имеются в Казахстане. И можно видеть, что, в общем, этот метод наиболее привлекателен с точки зрения упрощенности технологических операций. То есть при данном способе мы не изменяем геологическое состояние недр, мы не производим выемку горнорудной массы. То есть вот эта верхняя левая картинка, где мы видим, это вот просто также обычная наша поверхность, обычная наша степь, или вот здесь это пески, из которой мы только видим, такие торчат, скажем, столбики скважины. При этом сама дневная поверхность абсолютно у нас не нарушена. И поэтому, если мы сравним общую поверхность Земли, которую занимает полигон подземного скважинного выщелачивания, с гидрометаллургическим заводом такой же производительности, который работает карьерным или шахтным способом, то площадь данного рудника будет в 3-4 раза меньше. Следующий слайд. Значит, при подземном скважинном выщелачивании уран у нас переходит в подвижное состояние в недрах.
и при этом саму горно-рудную массу мы на поверхность не поднимаем. И при растворении урана растворами серной кислоты или щелочными содовыми растворами в раствор переходит только менее 5% радиоактивных элементов. В то же время, ну, так как уран, естественно, он в процессе распада, ему сопутствует большой набор других радионуклидов. Но именно данные реагенты селективно растворяют уран, и большая часть радиоактивных элементов прочих остается под землей. В то же время, если бы мы добывали уран открытым, обычным способом и подняли бы всю эту руду на поверхность, то после извлечения урана мы бы имели огромное количество, и имеем сейчас на территориях, да, вот уже отработанных, законсервированных, остановленных месторождениях, имеем огромный объем вот таких хвостохранилищ, которые содержат в себе очень большое количество радиоактивных элементов и продолжают оказывать негативное воздействие на окружающую среду, на человека, на его среду обитания. Вот. В случае же подземного выщелачивания нет необходимости в строительстве хвостохранилищ. У нас имеются небольшие вот пескоотстойники, дальше покажу, которые очень легко подвергаются рекультивации. Следующий слайд. Ну вот здесь, значит, такая схема, она, конечно, довольно, может быть, сложная, так как здесь приведено большое количество элементов всей этой технологии подземного выщелачивания. Вот она взята из американских статей, американских источников. Вот. Мы не будем слишком подробно вдаваться во всю эту технологию. Потом вы посмотрите эту презентацию, возьмете ее, и у вас будет возможность каждый элемент отдельно посмотреть. Ну, значит, основными... Давайте мы, наверное, сейчас на следующий слайд переключим, а потом можно сюда вернуться еще будет. Можно? Да, ну вот это уже, значит, наша картинка, значит, сделанная у нас. И вот здесь показаны более так крупно выделены основные элементы, которые составляют в целом из себя технологию подземного выщелачивания. То есть мы видим, что у нас вот руда у нас залегает под землей, вот здесь она показана красным цветом, вот такие выделены, да, какие-то участки руды, содержащие уран, находящиеся под землей. Для того, чтобы растворить данный уран, мы бурим, как бы протыкаем землю сетью скважин. Вот, то есть основной такой момент вот это бурение, сооружение скважин. Вот, и скважины делятся у нас на два типа. Вот injection well, то есть это закачные скважины, и откачные скважины, extraction well. То есть что у нас происходит? Процесс постоянно у нас замкнутый цикл. Мы берем растворы, исходные растворы, ну, подземную воду, которая там есть под землей, мы ее откачиваем и добавляем в нее раствор химического реагента, ну, в нашем случае серной кислоты. Содержание выщелачивающего агента невысокое, то есть максимально, допустим, 30 грамм на литр – это 3% раствор серной кислоты. То есть это не какие-то концентрированные такие растворы с большим содержанием элементов, химических веществ. Далее этот раствор серной кислоты через вот эти закачные скважины мы закачиваем под землю, и то есть непосредственно к месту залегания руды. И вот мы видим, как расположены закачные скважины. Допустим, вот здесь показана такая шестиугольная ячейка. А в центре находится откачная скважина, в которой установлен насос. И вот этот насос качает как бы эти растворы на себя и создает такой постоянный поток выщелачивающего раствора, который движется от откачной скважины, от закачной скважины к откачной скважине. Вот. И постепенно по ходу своего движения через слой руды этот раствор растворяет уран, обогащается, насыщается ураном, и мы получаем так называемый продуктивный раствор. То есть это наш такой первый продукт. Вот он на этой схеме показан таким красно-оранжевым цветом, а выщелачивающий раствор синим цветом. И вот этот раствор, содержащий уран, далее поступает уже в какой-то общий сборник, коллектор. Значит, там соединяются растворы от разных скважин, все объединяются уже в единый общий поток и попадают в так называемый пескоотстойник. То есть это такое место, где растворы просто под действием силы тяжести отстаиваются, очищаются от механических примесей, от песка, от ила, от осадков. И уже такие очищенные растворы дальше попадают на перерабатывающую установку.
Так, ну можно, давайте следующий, наверное, слайд. Угу. Ну вот здесь я просто немножко хотела показать, значит, какие, ну так как геотехнологический полигон, это, ну, можно сказать, такое очень важное звено в данной технологии. Именно устойчивая работа полигона в дальнейшем обеспечивает нам уже устойчивую работу перерабатывающего комплекса и получение урана той производительности, которая задана. Поэтому проектирование этого полигона – это очень важная задача. И вот наш институт, в котором я работаю, в частности, тоже занимается этими вопросами. То есть нам очень важно показать именно, как мы расположим, как мы сделаем вот эту сеть откачных и закачных скважин для того, чтобы охватить все участки руды, для того, чтобы, ну, надо учитывать проницаемость пород, скорость движения растворов. И это все учитывается, когда мы рисуем, вот, так сказать, проектируем вот эти сети скважин, расстояние между ними. И вот здесь показаны такие основные применяющиеся схемы. То есть это или ячейки, например, гексагональная или треугольная ячейка, или такие линейные системы расположения скважин. Вот это также важная работа нашего института в том числе. Ну и любого предприятия, которое добывает уран данным способом. Дальше, пожалуйста. И вот этот теперь продуктивный раствор, как я уже сказала, да, то есть это ну, рудник, он работает непрерывно, это непрерывное производство 24/7, то есть это постоянный поток раствора, который не должен останавливаться, вот, должен идти. В целом вот такая, каждая из таких скважин работает в течение 2-3 лет, одна скважина. То есть в течение этого времени происходит растворение того урана, который находится вот в недрах в непосредственной близости от данной скважины. Вот. И то есть получается наш полигон, он как бы так кочует по полю. То есть мы отрабатываем один участок, заканчивая его отработку, приступаем, бурим скважины на соседнем участке, на соседнем и так далее. И так в течение срока службы рудника, там 30-40 лет, значит, у нас идет постоянный ввод в эксплуатацию новых скважин и уже закрытие старых скважин. И дальше вот этот образовавшийся продуктивный раствор из откачных скважин вот поступает в пескостойник, который, ну, вот таким образом выглядит. То есть это такой открытый, скажем, бассейн, ну, который, конечно, изолирован от, ну, от почвы, значит, несколькими слоями изоляции. По его периметру находятся наблюдательные скважины, из которых постоянно ведется мониторинг за тем, чтобы не происходила утечка данного раствора куда-то в грунтовые воды, не было попадания. Значит, ну, вообще, чтобы не было потерь раствора. И дальше этот раствор поступает уже на перерабатывающий комплекс. Там, значит, могут быть различные технологии переработки урана. Но, как правило, первой стадией все-таки это является, ну, во всяком случае, на всех наших предприятиях первая стадия – это сорбционная технология. То есть мы используем ионообменные сорбенты. Это специальные сорбенты, именно селективные к урану, которые позволяют нам выделять именно уран из этого продуктивного раствора, потому что надо понимать, что серная кислота попутно, конечно, растворяет и многие прочие более химически активные элементы. И в растворе у нас много солей, там и все щелочные, щелочноземельные металлы, алюминий, железо, все они присутствуют в растворе. Нам же нужно селективно извлечь уран, сконцентрировать его, повысить его содержание, потому что растворы исходные достаточно бедные по урану. Ну, то есть там речь идет о десятках, ну, в лучшем случае, первых сотнях миллиграмм на литр. И уже после, значит, ионообменные сорбенты, ну, вы все хорошо представляете, что это такое. Это практически вот те же, допустим, фильтры для воды, которые, может быть, у многих стоят в квартирах. То есть это та же технология, которая пришла сюда в добычу урана из водоподготовки. То есть изначально сорбенты использовались и по сей день используются для очистки воды, в первую очередь от солей жесткости, кальция, магния, железа. Значит, у нас же свои специальные сорбенты. Вот, ну, мы их сами не производим, конечно, это такой тонкий органический синтез, тоже достаточно ограниченное количество производителей данных сорбентов в мире. Вот, значит, уран извлекается на эти сорбенты, при этом происходит его концентрирование, вот, и затем нам нужно опять же его от сорбента отделить, то есть провести обратный процесс, десорбцию, как бы смыть этот уран с сорбента, вновь перевести его в жидкое состояние, но уже более в концентрированном виде.
Вот. Ну и затем дальше уже есть специальные операции, которые позволяют нам в конечном итоге получить уже готовую продукцию, которая в нашем случае является закись-окись урана, уран-3О8, то есть концентрат с высоким содержанием урана, более 80%, устойчивый для хранения, для перевозки, для транспортирования, и который потом после еще значительного ряда операций в конечном итоге станет топливом для атомных станций. Следующий слайд. Вот. Ну и так как мы уже сказали несколько раз о том, что у нас не происходит, данный способ исключает одну из самых дорогих и вредных с точки зрения и экологии, и здоровья человека операцию по извлечению на поверхность уран-содержащей руды, то, соответственно, и персонал у него нет прямого контакта с рудой. Там же очень большую роль, конечно, играет пыль, которая неизбежно образуется в случаях там дробления, измельчения вот этой руды, там ее какой-то сепарации, разделения и так далее. Так что, соответственно, у нас не образуется радона практически. Вот, радий не растворяется в серной кислоте, остается под землей. Все наши работники, естественно, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Все они носят дозиметры. У нас также есть персонал группы А и группы Б. Вот, ну и за все время существования наших предприятий ни разу не было зафиксировано превышение допустимой дозы облучения, там, годовой или месячной. Вот здесь на картинке справа показана тоже вот система, которая была внедрена нашим институтом. Вот, это контроль кожных покров рук людей после смены, вот, который позволяет сразу на табло вывести результаты и показать о том, есть ли какое-то загрязнение у человека после того, как он вот уже выходит после смены, значит, и идет домой. Дальше, следующий слайд. Вот также, что, значит, ну, очень важную, конечно, роль при работе с такими материалами, как уран, играет защита поверхностных и подземных вод. Значит, вот эти в основном, ну, материалы, из которого изготавливают скважины, из которого изготавливают все трубопроводы. То есть в настоящее время это полимерные материалы, полиэтиленовые, поливинилхлоридные трубы. Срок службы таких материалов долгий, там 50-80 лет они могут работать, в то время, ну как, срок службы одного блока, как я сказала, он там, ну 3, там может быть 5 лет служит. То есть за это время, естественно, не происходит разрушения данных труб. Ну, то есть если это раньше, может быть, были металлические трубы, подверженные коррозии, то в настоящее время это уже полимерные материалы, и использование их, конечно, предотвращает попадание данных растворов как на поверхность Земли, так и какие-то утечки под землей, которые могут быть. Вот. Ну, также у нас на каждом руднике есть наблюдательные скважины и внутри самого полигона, и по его периметру, и за его пределами, которые пробурены на разные водоносные горизонты, и все предприятия постоянно, у них есть программа производственно-экологического контроля, где они регулярно отбирают пробы поверхностных, подземных вод, снегового покрова. Значит, то есть контроль осадков тоже в том числе ведется, атмосферного воздуха. И вот здесь тоже наши живые фотографии, вот здесь сотрудники моего центра. Вот тут снег отбираем. Там вот рядом у нас, ну, все это находится у нас в зоне, где в основном местное население занимается кочевым скотоводством. Вот у них есть скважины, из которых они поют животных. Вот, и также мы и ведем обследование регулярное и этих открытых водоисточников. И предоставляем эту актуальную информацию населению. Следующий слайд. Вот. Ну и, в общем, конечно, важным этапом является вывод из эксплуатации и рекультивация данных земель после завершения срока службы. Практически мы сейчас, ну, в составе Казатомпрома нет еще пока ни одного рудника, который бы полностью прошел все эти стадии, и чтобы земли были уже возвращены в народное хозяйство. Но несколько предприятий уже вот подошли к окончанию своего срока службы. И в данный момент как раз и наш институт тоже в том числе разрабатывает проекты
ликвидации и рекультивации, которые предусматривают полный демонтаж всего оборудования, значит, полный тампонаж скважин с защитой других водоносных горизонтов. Ну, надо сказать, конечно, после того, как мы несколько лет закачивали серную кислоту под землю, после окончания службы часть этих растворов по-прежнему остается под землей, но многолетний мониторинг показывает, что со временем происходит нейтрализация данных растворов, их естественное разбавление, взаимодействие с горными породами. И, в общем, мы принимаем такой метод, как самовосстановление подземных вод. То есть есть объективные доказательства того, что это на самом деле происходит. Если же мы посмотрим на нарушенность, вот здесь я показала карты, тоже сделанные нашим институтом на примере одного из участков, по нарушенности почвенного и растительного покрова. И вот эти, то, что выделено более темным цветом, это как раз таки нарушенные участки, то есть они занимают довольно незначительную площадь, площадь нарушенных земель не такая большая. Вот, но тем не менее, конечно, вся эта земля должна быть снова возвращена, должен быть восстановлен плодородный слой, высажена растительность, и также наблюдение за фауной ведется постоянно на фоновых территориях и на территориях наших рудников. То есть мы должны обеспечить и полное восстановление биоразнообразия на тех землях, которые будут в конечном итоге переданы государству. Но все-таки еще раз подчеркну, что метод подземного скважинного выщелачивания в сравнении с шахтным методом или тем более открытыми карьерами, конечно, наносит минимальный ущерб окружающей среде, людям, местному населению, здоровью персонала. И поэтому рекультивация данных рудников, конечно, пройдет гораздо проще, потребует меньше затрат и усилий, чем в случае всех остальных способов. Ну, вот так, в общем, основной мой доклад. Если у вас еще будут вопросы, спрашивайте. Я не стала какие-то рассказывать подробности о технологии, потому что среди нас люди самых разных специальностей, поэтому я хотела в целом рассказать о том, как в настоящее время ведется добыча в Казахстане, который является мировым лидером по добыче и производству природного урана. Благодарю за внимание. Елена, спасибо большое. Очень интересная такая актуальная презентация. Спасибо Тем большое. более мы знаем, да, что постсоветское наследие нам оставило очень много радиоактивных отходов, как Зарина говорила, с которыми мы до сих пор боремся. Да? К сожалению, у меня что-то вылетает интернет, вот я сейчас с телефона зашла. У кого будут какие вопросы, значит, к спикеру, или, может быть, мы вопросы будем задавать в конце? Как вы желаете? Можно я задам вопрос один? Да, если можно сразу, я бы попросила сразу. Ну, Да. давайте. Да, меня зовут Дамир, фамилия Зарядинов, я главный радиолог, я занимаюсь проблемой радиационной ядерной безопасности, я из Узбекистана. Во-первых, большое спасибо за очень хороший содержательный доклад, потому что на сегодняшний день ваша страна добывает уран в мировом масштабе на первом месте. Мы это прекрасно, как говорится, видим, как говорится, приветствуем, потому что ядерное топливо на сегодняшний день, она очень нужна, энергетика, вы знаете, и так далее. Мне интересует два практических вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, при подземном выщелачивании не происходит загрязнение, конечно, окружающей территории нет. Как вы боретесь с водными бассейнами, водными миграциями радионуклеидов? Это первый вопрос. Второй вопрос, потому что когда речь идет об утилизации или рекультивационных вопросах данной территории, она требует колоссального количества финансовых вложений. И каким образом, по опыту вашей страны, добиваетесь вы этих, как говорится, результатов, делаете фонды или какие-то вопросы решаете, если можно, чуть-чуть более подробно. И последний вопрос, который исходит, я косвенно получил информацию о том, что вы говорите о том, что получать небольшие дозы. Да, небольшие дозы, только это внешнего облучения. А вы определяли ли внутреннее облучение, содержание, например, урана, который выходит из организма и так далее, и так далее. Вот в этом плане более чуть-чуть подробно. Благодарю.
Благодарю вас за хорошие вопросы. Да, на самом деле при подземном выщелачивании, конечно, загрязнению подвергаются воды, водный горизонт. Но так как у нас скважина – это цельная колонна из как я уже сказала, полиэтилена, поливинилхлорида, и вот этот фильтр, через который идут растворы, он находится только на том уровне, где происходит залегание урановой руды. Эти воды подземные, они изначально непригодны, так как, даже до того, как мы туда пришли добывать уран, руды данного водоносного горизонта содержат в себе определенное количество радионуклидов, так как они омывают урановую руду. И они изначально непригодны ни для питьевого, ни для технического водоснабжения. Значит, мы бурим наблюдательные скважины и на другие водоносные горизонты, которые выше или ниже находятся, потому что возможен переток, возможно какое-то смешение растворов. Вот, то есть, это посредством в основном наблюдений. Вот, также, если у нас есть блок, и те скважины, которые находятся как бы по периметру этого блока, туда может засыпаться тоже инертный материал, сорбент, который будет, если произойдет растекание, да, то вот встретясь с этим сорбентом, произойдет некое поглощение. И также наш многолетний опыт наблюдений показывает, что у нас нет такого прям свободного течения данных растворов. Вот работает насос, мы закачали растворы, и насосом эти растворы как бы стягиваем, да, на себя. И минимальное их растекание, в общем, минимальное в любом случае. Конечно, мы не можем говорить о том, что мы никоим образом никак не влияем, да, на это. Таких заявлений мы и не делаем. В общем, в основном это путем каких-то мониторинговых многолетних наблюдений, каких-то таких особых специальных методов, где приходилось бы нам бороться с загрязнением, мы не применяем на самом деле. Но Узбекистан тоже сейчас добывает полностью весь свой уран методом подземного скважинного выщелачивания. У вас это тоже единственный метод, да. Поэтому вы можете и у себя тоже поинтересоваться и узнать, как там обстоит дело с охраной окружающей среды. Что касается ликвидации, да, конечно, затраты там значительные будут, хотя бы, скважины там на одном руднике, там 5-10 тысяч скважин придется тампонировать. Значит, у нас, как на всех предприятиях, принята практика создания ликвидационного фонда, в которой предприятие, прям начиная с первого года своей службы, отчисляет деньги вот на протяжении всего срока своей деятельности. Значит, изначально это в контракты закладывается как некий процент или от прибыли, или от операционной деятельности, там, процент по-разному я не скажу. Но вообще у нас в компании законодательно принято, что предприятия разрабатывают планы ликвидации своего рудника, в котором делают оценку стоимости ликвидационных работ. И эти планы обновляются каждые 3 года. Каждые 3 года они подлежат пересмотру, так как меняются цены в первую очередь, и во вторую очередь меняются физические объемы, увеличивается количество скважин, трубопроводов. То есть каждые 3 года предприятие делает пересчет той суммы, которая потребуется ему на ликвидацию последствий деятельности. И эти деньги предприятие отчисляет на специальный счет, который оно не может эти деньги использовать по иному назначению, кроме как на ликвидацию. Так и мало того, я, конечно, может быть, ошибусь, но, насколько я понимаю, предприятие должно провести ликвидацию за свой счет, и только потом оно получит назад деньги с этого депозита. То есть не так, что мы кладем, берем. То есть они должны резервировать у себя еще и средства. Сейчас мы стараемся, где-то предприятия сами получают лицензию на рекультивацию, чтобы как бы своими силами своих же рабочих ее провести. Тем самым и продлив им контракты, чтобы их не пришлось после срока службы сразу увольнять. То есть своими собственными силами, что также снижает какие-то затраты, да, с использованием собственной техники, собственной инфраструктуры. Так, и третье, я прошу прощения. Я вам напомню, дозовая нагрузка. Дозовая нагрузка. И исходя из этого, из вашего вопроса, мне еще один вопрос возник, простите меня. Вот эта ликвидационная группа является отдельно созданной ячейкой или она привлекается из числа работников, которые,
выполняет основную работу, при необходимости выполняет и ликвидационные работы. У нас вот сейчас, в принципе, есть понятие прогрессивная ликвидация, когда вот уже если блок закончил свою службу, и ты понимаешь, что ты весь уран оттуда извлек, то ты, в принципе, можешь уже приступать к его ликвидации. Но пока такой практики у нас нет практических примеров. То есть мы ждем, пока полностью предприятие все отработает, уже перестанет, все закроется, вся добыча, перерабатывающий комплекс будет закрыт. И эти же люди, которые работали и добывали уран на этом предприятии, вот, они дальше продолжат еще, допустим, ну, ликвидация где-то 2 года, допустим, занимается. Да, уран же живет 4,5 миллиардов лет. Ну, уран, тот уран, который... Мы добыли уран, и мы весь его экспортировали за границу. 4,5 миллиарда лет он живет уже не у нас, а где-то в других странах. Да. Да, Это уже их проблема. Можно вопрос задать? Сейчас я еще на Зумрад еще один вопрос Подождите. Вот, по поводу дозовой нагрузки. Если я правильно понимаю, о чем речь, у нас наша вот лаборатория, она аккредитована на определение содержания урана в моче работников. Да, и вот это этот полагаю. анализ тоже с какой-то периодичностью выполняется, может быть, ежемесячно или ежеквартально. Но опять же, насколько я знаю, у нас нету строгих норм и нету правил, только есть какие-то рекомендации МАГАТЭ или какие-то анализы. То есть нигде у нас законодательно эти нормы не установлены о том, каково должно бы быть это содержание, да, где его предел и что мы считаем нормой. Внутри нашей страны нет такой нормы. То есть мы ориентируемся на норму МАГАТЭ. Но это вот по определению, по внутреннему. Ну, вот, да, нормы не существует правильно, потому что миграция в организме, механизм миграции различный, поэтому она не нормируется во всем мире. Да, ну Спасибо. да, ну вот, наверное, вот так. Еще Спасибо. у вас был вопрос, Зумрад был вопрос. У меня все, спасибо большое. Прекрасный ответ. Спасибо. Зумрад Хабибулаевна, пожалуйста, ваш вопрос. Елена, большое спасибо. Очень интересный доклад и современный, который, да, в настоящее время во всем мире начали его использовать. У меня такой вопрос к вам. Вы в качестве вышелачивателя используете серную кислоту. Казахстан, это у меня первый вопрос. Казахстан сам производит серную кислоту? Да, сам производит серную кислоту. Даже в составе нашей... Угу. Как называется завод? Да, да. В каком количестве выпускает завод серную кислоту? Вы не знаете? Ну, там речь, конечно, о миллионах тонн идет, миллионы тонн в год. Ну, я не могу вам сказать. Я потом посмотрю и скажу вам производитель. Хорошо. Хорошо. И второй вопрос сразу у меня. Угу. Вот вы используете ионообменные сорбенты. У меня возник такой вопрос. После регенерации вы их еще раз используете в технологическом процессе? Да, сорбенты служат на протяжении очень большого количества циклов. То есть один и тот же, где-то примерно в год мы докупаем примерно 10% сорбента, разрушается в течение года. Примерно 10% сорбента выходит уже из строя, потому что это такие тоже полимерные шарики, когда в процессе перегрузки, когда на них воздействуют разные химические реагенты, они имеют свойство разрушаться, то есть так называемый бой смолы. Где-то 10% сорбента каждый год у нас убывает, и он вывозится на захоронение. Вот эта уже разрушенная смола, она захоранивается. Вот. А вообще сорбенты в цикле работают на протяжении, да, нескольких лет, то есть это многократный цикл, сорбент сорбирует уран, насыщается, снова десорбируется, то есть освобождается от урана повторно. Все это крутится в цикле до того времени, пока он механически не разрушится. То есть тут главный ограничитель – это его механическая прочность. Да, и вот пока эти как бы частицы сорбента не сотрутся, да, не станут мелкими, потом они уже проходят через фильтр, в осадок. Да. Я поняла. Спасибо большое, Елена. Хорошо. Можно мне тоже один вопрос задать? Да, конечно. Здравствуйте. Меня зовут Хакимова Надира Умаровна. Я представляю агентство по химической, биологической, ядерной и радиационной безопасности Таджикистана и работаю в отделе по контролю
индивидуальному дозиметрическому контролю по профессиональному облучению. И у меня в связи с этим такой вопрос. Стоят ли ваши сотрудники, те, кто непосредственно работает, да, по добыче этой урановой, так сказать, руды, урана на индивидуальном дозиметрическом контроле? Да, конечно, это обязательное условие, да, каждый сотрудник имеет свой индивидуальный дозиметр, и в который раз в квартал с него происходит считывание полученной дозы, и да, все это контролируется очень строго. Да, и вот и такой вопрос, если вы знаете или помните, какие примерно среднегодовые дозы получаются? Ну, они однозначно не превышают норму, не превышают то, Мгм. что положено по законодательству. Но я работаю сама в научном институте, научными исследованиями мы занимаемся, да, мы, в общем, редко у нас контакт не длительный, мы только на время поездок эти дозиметры, командировки берем. Поэтому я вам данные, я могу найти эти данные, если интересно, они Да, где-то. мне было бы интересно, если есть публикации какие-нибудь в журналах, чтобы, если есть ссылочка, чтобы мне Хорошо, дали. да. Ну, Мгм. надо вот это Спасибо. вашу почту передадите. Через Зарину я, наверное, да? Спасибо большое. Хорошо, да. Мгм. Что найду, я отправлю вам. Спасибо. Так, ну, есть еще вопросы? Ну, в общем-то, Марина, звук включите. Арин. я Я доступна, извиняюсь, у контакты меня мои что-то есть. Елена очень Николаевна, плохо с интернетом. Да, Спасибо за вопросы. У кого Андрей, еще есть вы... вопросы к Елене? это не вопрос. Простите, пожалуйста, Данилов Андрей, ТО ИВТ, сотрудник Елены Николаевны. Я просто хотел сказать на предыдущий вопрос. Мы в этом году провели интересную работу по рекультивации, частичной рекультивации подземных вод. Буквально через 10 дней будет конференция, мы хотели бы выступить там с докладом, поэтому, если кто-то интересуется, то пожалуйста. То есть работы в этом направлении мы проводим довольно-таки интересные. Хорошо. Да, Спасибо 16 большое Спасибо. за ваше да. доклад. Угу. Спасибо большое. Если вопросов Благодарю. больше нет, да, Елена, спасибо большое за ваше очень Спасибо. интересное выступление. Но мы так и думали, так как тема очень интересная, будет очень много вопросов. Но вы прекрасно на них на все ответили, поэтому спасибо огромное. Благодарю Итак, всех. Было it's очень... my pleasure to... Спасибо. Сейчас мы перейдем ко второму спикеру. It's my pleasure to present the second speaker, Kathleen Schreiderich from United States of America, PhD, research scientist, Lawrence Livermore National Laboratory, Department of Energy. Меня слышно? Да. Да, слышно. Слышно, Галин, Марина, слышно вас. да? Да. Я уже перешла в другую комнату, чтобы интернет ловить. Скоро в окно, наверное, Нет. буду. Так, значит, she completed her BS in geology biology from University of Rochester and MS in oceanography from the University of Delaware and a PhD in geology from the University of Maryland. She spent time as a postdoc in Australia and Canada before settling at the United States. Geological survey where she spent 8 years. She changed jobs and came to Livermore about 2 years ago. Her work has always been focused on the measurement of isotopes, starting in light stable isotopes and moving the heavy and heavy elements mostly in sediment and waters. Now she works as nuclear forensics and actinide isotope measurements. Her topic presentation is analysis of non-traditional isotope system by MC, ICP, MS, and TEMS and applications to nuclear forensics. Please, Caitlin, we give you the floor. All right.
That's a sound check, and let me share my screen here. Hold on. Okay. There we go. All right. Good morning for me. Good afternoon and evening for everybody in Central Asia. Thank you for taking the time to listen to me. If at any point I'm speaking too quickly, I know that English is not the first language of anyone else on the call, so please just give a thumbs up or let me know that I'm speaking too quickly. So as the lovely introduction from Marina said, my specialty is non-traditional isotope measurements. So I've been working in this field for about 15 years now, and I've recently come to Livermore in the past couple of years to work on nuclear forensics applications of these types of measurements. So what do I consider the non-traditional? Kate, I'm so sorry, it's Margarita. Your slide is cut off. We only see, parts of the slides are cut off. Okay, let's see. I could share your slides if you How's that? Is that better? Oh, yeah, that's better. Thank you. Okay, That's perfect. sorry, I just had to change the setting. I apologize for that. Thank you for letting me know. Okay, so what do I consider, what do researchers consider the non-traditional isotope systems? So you may be familiar with the measurement of oxygen and carbon and sulfur isotopes. These are considered traditional stable isotope measurements and light stable isotope measurements. However, in the past 20 to 25 years, instrumentation has become available to allow us to measure the isotopes of many, many elements, such as all of the ones in red that you can see here. So all the way from the light elements in lithium and boron, all the way up through the very heavy elements of cerium. Isotopes of cerium. So I personally have worked on about half of these isotope systems. So I've spent my PhD working on molybdenum isotopes, which here in the transition elements. I spent a very long time working on chromium isotopes, but I've also worked on strontium, which is a more traditional system, and nickel, iron, copper, zinc, boron, lithium, and magnesium as well. So I have spent a very long time in my career working on all of these elements. Now I work more in the actinide elements, so we do a lot of thorium and uranium isotope analyses in the lab. So you might wonder, what is it about these elements that makes them interesting for scientific analysis? And it's the fact that they do something called fractionation. So in particular, stable isotope fractionation in heavy elements is a function of the bond strength and the stiffness of the chemical bonds that it makes in the molecules. So this tends to correlate with a high oxidation state or an oxidation state that has bond partners such as chlorine and selenium. Bonds that involve elements near the top of the periodic table, such as hydrogen, also tend to fractionate quite heavily. Elements that form highly covalent bonds also have a lot of stable isotope fractionation. And then for transition elements such as molybdenum and iron and zinc and nickel, low spin electron configurations and octahedral coordination also tend to go with a lot of stable isotope fractionation. In addition, a low coordination number such as so iron 2 versus iron 3 would also correlate with this. For heavy elements, the relationship with temperature is very important because fractionation tends to scale as a 1 over the temperature squared. So as the temperature of a system increases, the stable isotope fractionation that's displayed tends to go down as an inverse square. So the relative mass difference between two isotopes is also very important. So you can think of this as the fact that
For boron, for example, boron's 2 isotopes are 6 and 7. The relative mass difference between 6 and 7 is much larger than the relative mass difference between 2 isotopes of molybdenum, mass 97 and mass 98, for example. So there's a scaling factor that happens there. So the range of isotope compositions in these non-traditional systems is displayed in the graph on the right-hand side. The isotope variation in most of these systems that I'm going to talk about are given in something called a delta unit, which is the difference in 2 isotopes, the ratio of 2 isotopes in a sample over the same ratio in a standard, minus 1 times 1,000. So this is a part in 1,000 difference between from a sample to a standard. So that variation is displayed on the y-axis of the graph. So isotopic variation in per mil units. And the relative mass difference change in mass over between the 2 isotopes over the nominal isotope is on the x-axis. So you can see that 20% difference for lithium, or close to 20% difference for lithium, and a 10% difference for boron, calcium, cadmium, and tin. In the case of boron and lithium, this translates to a very, very large measurable delta value or per mil difference. You can sometimes see boron isotope values that are 100 per mil in, for example, brines that you measure that have settled from traditional oil and gas well drilling. You can measure lithium isotopes from river sediments that have fractionated during weathering processes that can be up to 100 per mil. Elements that have much smaller relative mass differences, such as titanium, zinc, vanadium, molybdenum is in there as well, have much smaller delta variations that we have been able to find on the Earth's surface. Some of the more unusual isotope systems, such as germanium and silicon, have surprisingly large mass differences. And this comes down sometimes to the processes that they undergo on the surface of the Earth or in other systems. So on the left-hand side of the slide, I've discussed a couple of the ways that these systems impart this fractionation. So as I mentioned, lithium and boron, this is a lot of times due down to the relative mass difference is so large between those isotopes. Chlorine, which is of interest to a lot of Earth scientists. There are a lot of kinetic isotope effects during volcanic degassing that affect chlorine isotopes and drive a very large fractionation. Your transition elements, such as selenium, molybdenum, copper, chromium, iron, and uranium, are in many systems driven by redox controls. So we have a lot of changing between redox states. So a lot of oxidation and reduction reactions that occur, particularly for iron and chromium and uranium. These systems are often, sometimes they're soluble in one oxidation state, but not in the other. And this drives a lot of fractionation. Zinc and cadmium, our fractionation is driven by evaporation and condensation. Calcium, barium, and mercury are affected by biological processes. So in reality, the precipitation of calcite or the production of methyl mercury can drive fractionation in these systems. So to transition a little bit away from how elements are fractionated and how isotopes are fractionated, I'm going to move more into how do we get the element of interest out of a sample. So this is from work that I published a couple of years ago. These samples that you see on the left are what is known in English as acid mine drainage. So this is a water that becomes very acidic due to reaction of pyrite with rainwater, usually in a mining setting. So we were interested in the fractionation of chromium isotopes in this setting. Chromium is not a major component of this water, and so it's necessary to
remove all of the other elements of interest from the chromium. This is extremely difficult because these samples are very iron rich, and iron and chromium are neighbors on the periodic table, and so they often behave somewhat similarly. So we have to do this for every type of sample that we process. We have to remove the element of interest from the matrix. We do this by usually a series of anion and cation resin chromatography columns. These are put into a Teflon or plastic column support, and the sample is then passed over it. You can see it in the middle photograph. This is a picture of these samples passing through an anion resin. The iron is sticking to the resin in this particular acid. This is a probably 6 molar HCl. Iron sticks to the resin in that molarity, and other elements will pass through. If you look very, very closely, you can see a band of nickel also sticking. It's slightly greenish at the bottom. So this is allowing us to do the first, excuse me, first separation of matrix elements from chromium. In the right-hand, all the way right-hand picture are pictures of processed samples. Chromium tends to be green in certain molarities, but also other elements such as nickel and copper also look green. So this is one of 4 columns that had to be done for this particular sample set. There are element-specific resins that we use frequently to obtain the particular elements of interest. One common one in nuclear forensics is called Utiva. This is designed to be specific for uranium separations. And similar resins such as nickel spec and strontium spec are used for those elements respectively. One of the big problems is that all of this processing of your sample can impart an artificial fractionation on the process that you're looking for, which is the natural fractionation that we've discussed. So there's something called a double spike, which, if it's appropriate for the element, makes the necessity to have a quantitative process. It obviates that. However, your low analyte concentrations mean that you still want to make a full recovery of, in this case, the chromium. So I'll discuss what a double spike is in a couple of slides. So we use a lot of very high-end instrumentation to do these measurements. They're very precision and accuracy are an absolute requirement for these measurements because the variation is so small in so many cases. So we use what's called a multi-collector ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectrometer, or in some cases, a thermal ionization mass spectrometer with multiple collectors. This is dependent a little bit on the element that we're interested in. Some elements do not thermally ionize very well, but have a large are able to be ionized. Everything can be ionized in an ICP-MS, but sometimes the overlap in isotopes makes a thermal ionization measurement a better fit. Sometimes, if elements have a very large range of fractionation, such as boron, lithium, and magnesium, we can actually do these measurements with a benchtop ICP-MS or a triple quad ICP-MS that has a collision cell that knocks out interferences. The fractionation is so large, and therefore the accuracy and precision of the measurement is somewhat less important because the errors on those instruments are larger because they're not as finely tuned. It's always important to use standards that are matrix matched to the material that we're trying to analyze. So if we have a water sample, we want to use a water standard alongside of our samples. There are many agencies that provide certified and available isotope standards at this point in the measurement of these systems, including NIST, the USGS, IRMM, the IAEA, and the Japanese Institute of Measures and Standards. This is what multi-collector instruments look like. If you've never seen one, they're quite large instruments.
The sample introduction end is on the left-hand side. That's where the plasma housing is. And so there would be another box attached to this where the sample goes in and is aspirated into the plasma. The sample then passes through, this is a very large magnet here, and then there's some electrostatic analyzers which allow for tuning of the beam of the of the ion beam that's passing through the magnet. You can shape that beam using electrostatic filters. On the blown up image of what is on the right-hand side of the instrument, this is the collector housing, as we call it. So this is a series of Faraday detectors, which allow for measurement of beams that are in the range of volts of signal. In addition, we have a number of what are called ion counters or Daly counters, which allow for measurement of signals that are in the range of counts per second. So very much smaller signal sizes. I think in total, this instrument has 15 detectors. In theory, that would allow us to simultaneously analyze 15 different isotopes. In practice, there isn't any element that has 15 isotopes that we would want to measure. In addition, the heavier you get, you actually have to spread, the mass range condenses. So we wouldn't be able to actually get the beam properly oriented to measure 15 simultaneous isotopes. So it's just a theoretical. If, for example, we were measuring boron, one boron isotope would be almost 10 mass units apart on this collector configuration. So we would have one boron isotope going into the leftmost detector, and then we would have to skip all the way over to here to measure the second boron isotope because of the way that the physics of the magnet work. So these instruments are a lot of fun to play with, but they are very finicky. So I mentioned something called a double spike, because that type of instrumentation, the other thing that it does is it can also fractionate the element that you're interested in. So while you're measuring it, you're also fractionating it. So if you're interested in the natural fractionation of your material, of your element, you have imparted a fractionation onto it by measuring it. So another way this is the same technique that I mentioned earlier. This is a way of correcting for that artificial fractionation. This is called a double spike. And what it allows you to do is to make a correction back to the natural isotopic composition. So for a system like chromium, the requirement for a double spike is that you have at least 3 isotopes in your system of interest. Chromium has 4 stable isotopes, so it's a perfect system for a double spike. What a double spike is an artificially enriched solution of 2 or more of the isotopes of interest. So in this case, for chromium, we use chromium 50 and chromium 54 in blue. We have a solution that contains primarily those 2 isotopes. And before we do any processing of our sample, we add that solution in. We know the isotopic composition of the double spike extremely precisely. It's given there to 5 significant figures below the schematic of the double spike. So we add that in proportion to the amount of sample chromium. And then we can do our processing, and we know that we can always correct back to what the known composition of the double spike is. As you can imagine, this is some complicated mathematics. It can be represented geometrically. I don't think I'll belabor this too much, since it is quite it's quite complicated to explain. My mathematical ability isn't the best. So if you have a good mathematical ability, you can read some of the papers about this where they do some very complicated calculus in some cases. There are these geometric solutions, such as I'm displaying here. Very generally, what it is that you have 3 points in space that you know very precisely. You have your spike composition,
which we, as I showed on the previous page, which we know in 3 dimensions on a graph. We have our measured value, capital M, and then we have our sample value, which is the unknown. So that's what we're trying to get to. We're trying to get to S. When we make our measurement, we can generate a series of vectors using the measured data. All right, so what that actually looks like is you can do this in Excel. There's a series of formulas. This is my chromium isotope spreadsheet. So you use a Monte Carlo simulation and an iterative process, an iterative calculation to get back to your original sample composition. It's quite elegant when you do it. The spreadsheet populates in a couple of seconds once you enter your measured data. And then you can remove, what that allows you to do is remove all of the fractionation from the instrument and your processing to get to the true sample value. So the reason that chromium is of interest is that it fractionates very, very heavily for, very, very highly for an element that's as heavy as it is. And that's because it has a very strong solubility curve relative to its oxidation state. So chromium-3 is almost insoluble in water, whereas chromium-6 is highly soluble in water. Chromium-6 is also highly toxic to human beings and to organisms in the water column. So it's of interest to remove chromium-6 from the water column by precipitating chromium-3. And this fractionates the chromium that remains in the water very heavily. So this is a groundwater plume of chromium-6 shown with the concentrations on the left-hand plot. So high concentrations towards the bottom of the plume. However, as you remove chromium by precipitation, the fractionation you can see is 6.2, 6.3 per mil as you remove chromium from the plume. This is what's known as a Rayleigh fractionation, an exponential fractionation with F on the x-axis. So you can see the curve, which is described by this equation R equals R naught as a function of the fractionation factor alpha minus 1. So I showed some pictures earlier of an acid mine drainage sample set that I worked on. These are some images of that system. I thought it's always nice to see photographs and pictures in a presentation. So these are some interesting photographs of the actual mine. It's in Spain. It's called Rio Tinto. It's quite famous. It has a river system called the Rio Tinto that is just absolutely chock full of iron oxides as it flows out of this mine. And they precipitate out and form these pools of iron oxide coatings on the rocks. This is a little stream that comes out of the mine, and it's so red it looks like Coca-Cola. This is another lake that forms above formed by a dam that is trapping this river as it flows out. And then there's also these biofilms that form in this acid mine drainage. So these are extremophiles that are able to deal with the high acidity of the water. We had a hypothesis when we worked on the system, my co-author and I, that these biofilms might be able to fractionate chromium in this setting. Normally, you have fractionation of chromium driven by manganese oxides, which can reduce chromium-6 to chromium-3. However, you often don't see the fractionation that's driven by biological organisms and oxides because they're overridden by this atmospheric weathering process. So we were interested in a system like Rio Tinto where there isn't any manganese oxide to drive fractionation, and we might be able to see some of these smaller fractionations that are driven by other processes.
These are some of the results of the paper. We were able to see that the biofilms and the sediments do in fact show some fractionation outside of the range of the water column. So the water column is quite fractionated in the positive direction, delta 53 chromium up to 1 per mil, but our biofilms are fractionating down to almost -1 per mil. These are the papers. If you're interested in looking for these, I'm also happy to send them. Chromium isotopes are a very, very interesting area of study, and have done a lot of work in them in a wide variety of settings, including a very large study of a very famous location with a plume of hexavalent chromium, which is toxic, in an area of California called Hinckley, which was made famous in a Hollywood movie called Aaron Brockovich. I don't know if that made its way to Central Asia, but if it did, this is the setting of that movie. And the USGS, where I previously worked, has been working in that toxic plume for about 25 years now. So now let's move on to something that you're probably a little more interested in, which is some of the isotopes that are relevant to nuclear forensics. So interestingly, uranium, despite its quite heavy mass, actually has a fair amount of natural fractionation that can be seen in a huge variety of Earth systems and Earth materials. On the right-hand side is a graph of delta 238 uranium. So it's 238 relative to 235 in different Earth reservoirs, with what we call in the field a bulk Earth average. So it's not 0 per mil in this in uranium isotopes, because uranium isotopes don't have a 0 per mil value. So a huge variety of materials, as I mentioned, and in particular, groundwaters that come out of uranium ore settings, so relevant to the previous talk perhaps, can be quite heavily fractionated in the negative direction. But marine sediments and marine carbonates, things that I have an interest in, can actually have quite a positive delta value for uranium isotopes. So what are some of the drivers of this? Again, it's a redox exchange. So uranium in a 4+ state is relatively insoluble, whereas uranium in a 6+ state is quite soluble. So if you have, for example, a groundwater system that's anoxic, you could have a potentially large fractionation there. Conversely, if you have a water column that's heavily oxic or sulfidic even, such as the Black Sea, for example, over in that part of the world, you can have a quite significant uranium isotope fractionation that's observable there. In addition, uranium is also refractory and lithophile, so it's concentrated in the continental crust versus, for example, mafic rocks. So you can potentially see a quite large fractionation there. Fluid alteration environments, which are, as we know, things that drive uranium ore concentrations in some places, roll front deposits and things like that, could potentially be areas where you could see a heavy fractionation of uranium. So again, the uranium ore types in the ore formation environment are often high temperature, which would tend to drive the fractionation to be less visible, but the redox control might be more important than the temperature in some cases. Could also have fractional crystallization of uranium ore formation products. One of the problems is that if you're looking for these things in samples, the chemical milling that's used to produce uranium ore concentrate often fractionates uranium isotopes. So if you were interested in the true natural fractionation of uranium, you would have to get, chunks of the ore from the mine itself and not the material that's been processed for UOC.
So there's additional interesting things in uranium ore concentrates. This is not isotopic necessarily, but it's been noticed that there's a lot of trace element variability in uranium ore concentrates that is useful potentially from a forensic standpoint. I've circled in red and green some of the elements, and you might recall the same scheme of red and green circles from the periodic table that I showed at the beginning. And that's because these are all the circled elements have multiple isotopes that we know can be measured and looked at from a forensic standpoint, or just from a standpoint of interest in isotopic fractionation. So for example, iron, nickel, copper, and zirconium, molybdenum, tin, barium, cerium, and then lead and thallium as well. So these trace element variabilities could be tied to an isotopic variability for potential forensic investigation of a UOC material. So there's been interest in molybdenum isotopes in uranium ore concentrates. Some of my coworkers here at the lab have been working on this topic. In particular, John Rollison, whose paper is cited here and from where this figure is. So in the case of molybdenum isotopes, we have a total fractionation range in uranium ore concentrates that's been found of about 4.5 per mil, which is quite large. Not as large as the total range of molybdenum, but this still encompasses quite a large segment of the known molybdenum isotope range. So this is all done relative to NIST 3134, which has a nominal isotopic composition of 0 on the scale. So everything is relative to 0. So you might look at this and say, well, this isn't very insightful, because this large range means that you could never use a single signature as saying that's definitely tied to a certain process. However, there have been some interesting things that have fallen out of this research, which is that certain processes such as leaching, again, relevant to the previous talk, and formation of volatile fluorides during the UOC processing do drive molybdenum isotope fractionation. It's also possible that some of this range is due to contamination with material that has a natural isotopic composition. And the composition of the parent ores could also be a significant driver of this. So what hasn't been done is tying the UOCs to their parent ores, and that's an area for future research in the lab. We would also like to look at the process fractionation factors. So in particular, trying to find out what leaching does between the parent and the parent ore and the uranium ore concentrate. That's of high interest to our researchers. And we'd also like to look for molybdenum isotope signatures in later parts of the uranium ore fuel cycle. Radiogenic strontium. So strontium decay is the result of decay of rubidium. So we look at the 87 strontium to 86 strontium ratio. This correlates with the age of the deposit and or the rubidium strontium ratio of the deposit. So on the right-hand side in the graph, you can see on the y-axis the 87-86 ratio, and then a range of deposit names on the bottom and their corresponding UOC strontium isotope ratio. So this ratio, this radiogenic strontium ratio, can be used to distinguish samples that are from different origins and have different, in some cases, can be indicative of the deposit type, but not in all cases. And so the interest here is to determine when it's indicative of your deposit type and when it's not. Strontium isotopes are used very heavily already in the nuclear forensics community as a way to compare known samples for the verification of the sources of ores. Skipping back really quickly to molybdenum,
And we've added tungsten into the mix here. Tungsten is right below molybdenum on the periodic table, and so it has similar behaviors, in particular with fluorides. However, the fractionation is generally lower because it's even heavier. So we've been interested in the composition of molybdenum and tungsten in low enriched uranium UO2 fuel pellets. So even further down the fuel cycle road, and of course more heavily processed. So these isotopes have been highly affected by the processing of the material in the fuel cycle. We have been able to find both a variable and non-natural isotopic composition in these materials. And so what we don't know yet is why. The best guess, or the best hypothesis, is that it's driven by the reaction of volatile fluorides during the fuel cycle processing. Why it's not more consistent and why there's such a large scatter is not known at this time. And so that's an avenue of research for this particular group that's working on these isotope systems. So we'd like to know, is it, can there be a signature here that we can tie to a specific type of, or a specific length of processing, or a temperature, or something that we can use for interpretive purposes. I think this is almost my last slide here. I just wanted to mention, so there might be people on the call who do post-detonation forensics, as we call it here at the lab. Everything I've talked about so far has been pre-detonation forensics. However, there are some people who have been able to do work on fallout, or fallout synthetic fallout, let's call it. It's not actual fallout, but we've looked at zinc isotopes in certain materials such as tektites, which are the volcanic glasses. And we've also looked at rhyolitic soil and spheres, and then arkosic soil and spheres. So all of these materials are considered volatile depleted materials, and zinc is actually can be evaporated at quite low temperatures. And so the objective here was to see whether there was a isotopic fractionation that could be traced in this evaporative loss of zinc from these materials. So this, it turns out, it does actually happen, and the evaporative loss of zinc leaves the remaining objects isotopically heavy. So the isotopically light zinc is evaporated first in the system, and you leave behind your heavier isotopes. So if you squint a little bit, you can almost see that this is what I mentioned earlier. Something called a Rayleigh fractionation has a little bit of a curve to it. And so it's possible that with more research, we might be able to define a fractionation factor for this process of evaporative loss of zinc from materials. So that's my presentation. I hope that it was interesting to all of you who may work in more fields that are more heavily nuclear related, but I hope that you're able to see that this more specialized isotopic analysis is actually really relevant to a lot of these fields. And I appreciate your listening and having me here, Marina and Margarita. Again, thank you for asking me, and there we go. Okay, thank you very much for your presentation. Your presentation was very interesting. The topic was very relevant and useful for our country. And does anyone have questions or comments? Кто-нибудь имеет вопросы или комментарии к нашему второму спикеру? Пожалуйста. Вопросов нет? Нет. Okay. If anybody wants to email a question, if they don't want to speak right now, but they would like it to email it and have it translated, perhaps even from Russian into English, I'd be happy to entertain that. So feel free to get in touch with Marina or Margarita and ask a question that way. Okay,
Thank you so much. Thank you, Marina. It's been a We pleasure. hope that our cooperation will continue. Thank Yes, you. thank you. Уважаемые участники, ну, если, наверное, кто-то понял, здесь больше было рассказано о выделении, значит, радионуклидов именно как химических материалов. Конечно, эту методику могут выполнять немногие лаборатории. Для этого нужно иметь большой спектр, значит, химических реагентов, начиная от трессеров, ризинов, это биосмолы, кислоты и так далее. У нас, например, такие методики могут выполнять только в Институте ядерной физики, но мы, конечно, все стремимся тоже ну, оборудовать, значит, свои лаборатории, чтобы можно было тоже таким образом выделять радиоактивные элементы, потому что, как Кейт сказала, значит, эта методика, она используется в ядерной криминалистике, то есть для того, чтобы можно было более точно идентифицировать непосредственно какой это радионуклид, где он был произведен и именно как он был, значит, место его, если он вдруг был украден где-то. Ну вот коротко по презентации. У кого будут какие-то вопросы, может быть, какие-то комментарии? Да, Маргарита, пожалуйста. I have a question for Kate, I'll just ask in English. Thank you so much, Kate. I'm obviously not a technical person, but it was really, I appreciated to hearing the science behind the nuclear forensics and other methodologies of separating isotopes. But what are other practical applications of your research? I mean, where else could you use this methodology? So I think I mentioned that I previously worked at the USGS and I worked mostly on water quality issues there. So hexavalent chromium is very toxic to people. And the study that I mentioned that took place in Southern California is a location where a power company polluted the water supply. They polluted the groundwater very heavily with hexavalent chromium. And so for the past 40 or 50 years, the state of California and the power company have been working to ameliorate that contamination. So they had to, so the isotopics are interesting. If I had had more time, I would have put up some more of the figures from that research. But what the isotopics allow you to do is to create a map of where the chromium is leaving the system. So I mentioned that chromium-6 is soluble, but chromium-3 is not. So as the chromium-3 leaves the system, settles out into the sediment, the chromium-6 is left behind and it gets heavier. So you can map that by taking water samples from the whole field of chromium contamination. And where it's gotten heavier, you can also look at the concentrations. That's an easier way to do it, but we can use the isotopics as a more sophisticated methodology to determine what processes are working to remove the chromium and what processes are not working to remove the chromium. So that's one very practical application. Thank you. Thank you. And yeah, thank you for mentioning the movie. I actually did watch this movie. It's very interesting. I didn't realize that you actually have other some sort of related to that topic which was covered. It's a great movie. So I will share the question I have. Can we share your presentation with the participants? Yes, of course you may. Yep, it's fully cleared. So мы поделимся презентацией, то есть мы разошлем тем, кому интересно, кто вот тут спрашивал в чате. Спасибо большое. Thank you. Ну что, если вопросов больше нет, то мы, наверное, будем завершать наш вебинар. Я думаю, что вебинар прошел успешно, потому что темы были очень интересные. Значит, задавались, особенно вот Елене, много вопросов, потому что это была такая тема, она очень актуальна для стран Центральной Азии, и мы имеем одинаковые проблемы. Я опять хочу сказать, что наша Центральноазиатская сеть женщин ядерной науки,
она открыта для всех, независимо от пола, независимо от места проживания. И мы всегда рады будем видеть всех на наших вебинарах, на наших встречах. Но по поводу следующего вебинара мы сообщим дополнительно. А так тогда всем до свидания. Желаю всем здоровья, успехов, чтобы не уставали в ваших трудах. Ну и до скорой встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Бай-бай. Спасибо большое всем. Бай-бай. Вы молодцы, женщины. Какой атом сдвинули с мертвой точки. Молодцы. Я потрясен. Спасибо большое. До Если свидания. есть какие-то заявки, давайте женщины, пусть тоже мужчинам дают что-то выступить, сказать заказ. Давайте мы Обязательно. исполним. Обязательно, да. И я написала в чате, если у кого-то какие-то есть предложения по топикам, может быть, вот Марине вы можете выслать. Главное, чтобы Да, еще, да, как конечно. говорится, было ваши предложения тоже очень важны. Да. Вначале мы Не послушаем вас, стесняйтесь. вашу заявку, а потом мы сделаем, потом понравится или нет, вы скажете. Хорошо, Да, хорошо. всем участникам говорю, чтобы не стеснялись. Если кто-то хочет какие-то темы, вы мне сообщите. Мы будем находить спикеров по этим темам. Ваши активности мы всегда приветствуем. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Коллеги из Таджикистана, большой привет учителю. До свидания.